нам понадобится холодный фарфор без всяких примесей, проволока 0,3 для бисероплетения, тейп-лента, палочка, чтобы растирать, и острый стек. Также фольга. Масляные краски красная и зеленая. Приступаем к созданию луковицы из фольги. Отступаем на стволе приблизительно 1,5-2 сантиметра. Сначала прикручиваем небольшое количество и начинаем формировать шарик. В зависимости от сорта они могут быть маленькие и более крупные. Такая капелька. Может еще немножечко добавить. Теперь нам необходимо зафиксировать фольгу тейп-лентой. Прикрутили и начинаем плавно обтягивать шарик из фольги. Ленту широкую отрезаем. Теперь фиксируем все это холодным фарфором, то есть обтягиваем. Немного кверху протянули соединение. Опустили небольшой ствол. И обтянули заготовку луковицы. Прокрутили в пальчиках, чтобы выровнять. Можно немного водой сгладить место стыка. И оставляем на полчаса. Сейчас наша задача сделать вот такие вот корешки. В этом случае я делала из нитки, но они очень мягкие, чересчур подвижные, и их нельзя как-то специальным образом изогнуть. Сделала из проволоки, и мне нравится больше. По толщине они получились равные. Берем фарфор, проволоку и начинаем очень тонко обкручивать. Для этого глина необходима свежая, мягкая. Обкрутили.
аккуратно прокатываем на столе. Делаем необходимое количество. Ну, на одну луковицу это 2 вот таких вот проволочки. Размер получается 15, ну 25-30 сантиметров. И оставляем до полного высыхания. Давайте рассмотрим настоящую луковицу, как она растет, из чего она состоит. В первую очередь на листике идут чешуйки, 1 или 2, которые прикрывают самое основание. И сама луковица состоит также из чешуек с легкими линиями и такого коричневато-красного оттенка. И у самого основания растут корешки. Зеленым цветом немного тонируем нашу луковицу, создавая плавный переход от листика к самой луковице. Теперь делаем первую чешуйку, которая будет прикрывать листья. Из чистой глины берем небольшой кусочек, раскатываем его в колбаску, сплющиваем и до тонкого состояния растираем. У меня даже получилось очень огромное, но ничего страшного. Аккуратно снимаем. Делаем фактуру. Я все-таки разделю на 2. Мягкими движениями. У основания добавляем зеленого оттенка. Краем можно немного желтого или оранжевого. Можно так подсобрать самый край кисточкой. И даже слегка фиолетового по самому краю для эффекта, что оно уже совсем пожухло. Эта сторона у нас не липкая, а вторая липкая. Очень аккуратно снимаем. И прикрываем место, где у нас начинаются листья. Приложили и затерли. Сформировали листик. И с другой стороны. Носик пусть у нас остается неприкрепленным.
Пусть пока сохнет. Теперь делаем вот такие коричневые. Ну, обычно уходит 4-5 штучек. Делаем капельки. Овальчики из них сплющиваем. На расстоянии располагаем. И растираем в разные стороны от центра. До наитончайшего состояния. Очень аккуратно теперь снять необходимо пленочку. Мягкими движениями. Допустим, с этой стороны у нас будет основа, а с этой стороны мы тщательно фактурим. Мягкими движениями. Смотрите, сильно не прорежьте глину. Она и так очень тонкая. Приступаем к окрашиванию. В основу берем красный и зеленый. У нас получается такой коричневато-красный. И проходим у основания активный коричневый, к краю немного светлее. Можно добавить зеленого оттенка. В хаотичном порядке. За счет того, что я сейчас добавила разбавителя, коричневый оттенок немного стерся. Поэтому немного добавим. И кое-где даже фиолетового оттенка глубины. И кисточкой берем по самому краю, так вот, как будто бы собираем. У нас окрашиваются самые краешки, кончики. Здесь тоже можно работать без клея, так как одна сторона у нас остается липкая. И начинаем прикладывать у основания самый край, не прикрепляя. Где-то можно сжимать посильнее, чтобы появились
дополнительные складки. С одной стороны. С другой стороны. Добавляем более активный коричневый. Смешав даже красный, зеленый и фиолетовый. У основания. Теперь приклеиваем оставшиеся два. Когда глина подсохнет, станет немного более прозрачной. И получится очень интересный эффект. Тонируем еще раз у основания. И нарезаем наши корешки. Разного размера. Один кончик освобождаем. Она легко отрывается. Окунаем в клей ПВА и у основания начинаем вставлять по кругу. В этот раз они у меня даже очень большие получились. То есть получается, вводим как будто бы в бок. И после высыхания, конечно, клея, их можно будет в разном порядке изогнуть. Вот такие луковицы.